Йеменские хуситы, поддерживающие Хамас в их войне против Израиля, в поисках израильских судов уже несколько месяцев кошмарят торговые корабли в Красном море. Под раздачу попадает кто попало, в основном суда, не имеющие к Израилю никакого отношения, включая танкер с российской нефтью. Если бы речь шла не о морской торговле, то развитые страны, вероятно, ограничились бы выражением глубокой озабоченности по поводу нарушения международных норм. Но мы видим нечто иное. Вместо попытки договориться с террористами, США и Британия принялись от души утюжить их бомбами. Выглядит как нечто странное для современного мира, где не принято так уж сразу применять силу. Но на то есть причина, ведь хуситы покусились на самое главное, ни много ни мало на архитектуру мироустройства. Казалось бы, попытки атаковать и захватывать транспортные суда – это, мягко говоря, не самое ужасное, что творили всякие стрёмные режимы в последнее время. Но почему-то именно в этом случае йеменские хуситы получили не глубокую озабоченность, а настоящую военную операцию в полный рост. Чтобы ответить на вопрос, откуда берется столь брутальная реакция, давайте сделаем шаг назад и разберемся, чем так ценна для мира морская торговля. А ценна она до такой степени, что международное право как таковое, сама идея о том, что государства должны соблюдать какие-то правила в отношении друг друга, все это началось именно с регулирования международного судоходства. Объясняется это очень просто. Ты можешь быть сколь угодно могущественной империей, которая половине мира диктует свою волю. У тебя может быть невероятно крутая армия, но твой торговый флот — это просто скрипучие деревянные сараи, которые болтаются в бескрайних морях и океанах совершенно беззащитные как перед стихией, так и перед любой агрессией. Какие-то особо ценные грузы можно сопроводить вооруженным эскортом, но каждой лохане с грузом кофе и сахара военный корабль не приставишь. И недружественные страны или искатели приключений, рыщущие на торговых путях, могут нанести империи, которая считает себя очень важной, ущерб больше, чем иная война. Морские перевозки долгое время были единственным и по сей день остаются самым удобным и дешевым способом перевезти много товаров на большие расстояния. Но этот способ грузоперевозок еще и самый уязвимый. Любая злонамеренная сила сравнительно малыми средствами может перерезать морские артерии, по которым движутся товары и люди. Мировые державы стали договариваться о правилах поведения на воде задолго до того, как стали договариваться о чем-то еще. А к пиратству, к любому нападению на море была выработана нулевая толерантность. Если мы откроем законодательство любой заметной морской державы, российское, британское, французское, например, за 18 век, то обнаружим, что пиратство – натурально терроризм того времени. Это самое страшное преступление. Оно стоит вровень с государственной изменой. Как правило, за пиратство не предусмотрено никакой вилки наказания, только смертная казнь. И очень хорошо, если через повешение, а не каким-нибудь затейливым способом. Когда Россия нападает на Украину, а Хамас на Израиль, эти действия имеют мощный кумулятивный эффект. Мировая экономика в перспективе потеряет триллионы долларов. Но в моменте это проблема тех, кто оказался вовлечен в конфликт. Когда же кто-то атакует морские торговые пути, он покушается на саму архитектуру современного мира. Потому что на морской торговле сегодня завязано вообще все, от доставки кроссовок и айфонов до тепла и света в большей части мира, ведь нефть и газ тоже перевозят морем. Помните, были такие лихие ребята, сомалийские пираты? Они были, а потом их как-то не стало. Делись куда-то. И дело не в том, что они вдруг успокоились и пошли ловить креветок. Дело в том, что когда-то самая известная, а ныне вторая по известности ЧВК Blackwater взамен на ведро денег от шейха Абу-Даби ураганом прошлась по сомалийскому побережью и утопила базы пиратов в крови. И участвовали в этом не только головорезы-наемники. Мочили пиратов всем миром с участием национальных флотов и армии с полного одобрения ООН. Причем мочили под ноль, безо всяких сантиментов. Потому что это морская торговля, и шутки с ней опасны для жизни. Пока эти люди с автоматами творят беспредел на берегу, грабят, насилуют, обкладывают данью соотечественников, взрывают бомбы, это персональные трудности жертв. Но трогать большие корабли, везущие грузы на миллионы долларов, тут уж извините, придется всем помереть. Это не единственный случай, когда вроде бы не настолько очевидные действия пересекали невидимую, но вполне конкретную красную линию. В выпуске про Хамас мы рассказывали про шоу Tomorrow's Pioneers, палестинский аналог «Спокойной ночи, малыши»,
где детям рассказывали, как нужно слушаться старших, хорошо себя вести и убивать евреев. Единственный ли это исламистский продукт, направленный на радикализацию детей? Нет, ни разу не единственный. Таких передач, комиксов, книжек больше, чем вы можете себе представить. Но создатели именно этой передачи совершили фатальную ошибку. Заставили пропагандировать убийство евреев актера в ростовой кукле Микки Мауса. И тут-то выяснилось, что ваши разборки с Израилем – это ваше дело. Индоктринация детей тем более, дети-то ваши. Но не надо грязными руками трогать интеллектуальную собственность и репутацию миллиардных американских корпораций. Потому что это ООН и ЕС с вами будет нянчиться, уговаривать, в глаза смотреть. А ушастая корпорация найдет способ так вам сделать радикальное обрезание, что быстро отобьет охоту к ней прикасаться. Вы продолжите учить детей ненависти, вопросов нет. Но какого надо мыша от греха подальше уберете с глаз долой и больше о нем не вспомните. Теперь обсудим, что такое Йемен. Если вам нужно сказать задворки мира, где перманентно продолжается кровавая вакханалия, война всех со всеми, где сам черт ногу сломит, а люди мрут как мухи, кто от пуль, кто от голода, то вы можете изъясниться одним словом – Йемен. Это сферическое в вакууме несостоявшееся арабское государство. Очень сложно назвать дату, с которой считать историю независимого Йемена, потому что разные его части получили независимость в разное время. Но примем за точку отсчета 1967 год, когда Южный Йемен перестал быть британским протекторатом и обрел независимость. Так вот, вся история сначала двух стран, а с 90-го года Единой Йеменской республики – это одна большая гражданская война с перерывами на перекур и обед. Как у многих соседних государств, в Йемене был свой сильный национальный лидер – Абдалла Салех, который с 1978 года был президентом Северного Йемена, а с 90-го – объединенной страны. Как и многих его коллег по диктаторскому ремеслу, Салиха после 3 с лишним десятков лет правления скинула арабская весна 2012 года. Опять же, как и в большинстве подобных стран, структура Йемена родоплеменная. Реальная политическая власть находится не в руках формальной администрации, а у племен и их союзников. Сейчас дальше поговорим о том, что значительно отличает Йемен от товарищей по несчастью, но пока важное некоммерческое объявление от независимого СМИ. Посмотрите, пожалуйста. Когда заблокируют YouTube в России? И заблокируют ли? Точного ответа на эти вопросы мы не знаем. Но можно заранее подготовиться к возможной блокировке, чтобы не лишить себя альтернативных источников информации. VPN, к сожалению, не самый лучший способ решения проблемы. YouTube — это огромный объем данных. С бесплатным VPN вы вряд ли сможете посмотреть этот выпуск в хорошем качестве без пауз. К тому же VPN-сервисы в России тоже блокируют. Для доступа к независимой информации решением может стать приложение Эхо Онлайн от команды Эхо. Все как на радио. Есть сетка вещания, новости в начале каждого часа, которые делает профессиональная информационная служба, и отдельные программы. С помощью приложения вы сможете слушать круглосуточный эфир с передачами от Александра Плющева, Екатерины Шульман, Матвея Гонопольского, Тамары Эйдельман, Василия Уткина и многих других авторов. Сможете послушать и подкасты «Медиазоны», «Но Медиа», «Из России», «Холод», «The Insider», «Голос Америки» и «7 на 7». Приложение «Эхо Онлайн» можно скачать на смартфон, на планшет и даже на телевизор, если он работает на Android. Конечно, на iPhone и iPad приложение тоже работает. Оно довольно минималистичное. Есть кнопка «Включить прямой эфир», есть программа передач и возможность перейти на сайт Эхо без VPN. Так вы, кстати, можете почитать расшифровки моих видео, например. Что немаловажно, аудиопоток можно слушать в фоновом режиме, когда ваш экран заблокирован или пока вы параллельно используете другое приложение. Скачивайте приложение Эхо Онлайн с помощью QR-кода на экране или по ссылке в описании. Новости Эхо, которые выходят в эфире, также можно читать в телеграм-канале Эхо Новости. Там все самое важное и без лишних уведомлений. Есть и другой телеграм-канал Эхо FM, где в формате дайджеста публикуются мнения экспертов и лучшие материалы российских и зарубежных СМИ. Непременно подпишитесь на оба канала с помощью QR-кода или по ссылке в описании. Продолжим. Мы говорили о том, что делает Йемен похожим на ряд соседних стран. Теперь давайте поговорим про разницу. Что значительно отличает Йемен от товарищей по несчастью, так это религиозная принадлежность его жителей. Жители этой страны почти поровну делятся на две главные исламские конфессии – 40% шииты, 60% сунниты.
То есть вдобавок ко всем внутренним противоречиям, Йемен — это еще и арена противостояния двух главных сил арабского мира — суннитской Саудовской Аравии и шиитского Ирана. Хуситы, а именно они на свою голову решили закрыть торговое судоходство в Красном море, это шиитский племенной союз Северного Йемена, никогда не признававший ни объединение страны, ни центральную власть в ней установленную. Они воевали еще с правительством Салиха, а в 2014-м развязали уже полноценную войну, захватив значительную территорию, включая столицу, город Сана. Гражданская война, стартовавшая в 2014 году, это классический пример прокси-войны. Центральное правительство Мансура Хади, пришедшего к власти после арабской весны, поддерживали США и суннитская Саудовская Аравия, а хуситов — Иран. И Иран преуспел в создании прокси-силы. Хуситы не только не были разбиты, но благодаря иранским военным инструкторам и современному вооружению значительно расширили территории под своим контролем. Я понимаю, что предыдущие минуты 3 были для вас совершенно бессмысленными. Йемен там какой-то. Что я просто тут гаражу 8 бочек арестантов, и у вас уже чешется мозг прямо под черепом. Это нормально, у меня тоже чешется. Это просто Ближний Восток, как он есть. Это как попытаться анализировать терки между Фатх и Хамасом. До конца никогда не разберемся, все тонкости не учтем. Главное, что нужно знать, в результате последнего этапа гражданской войны где-то четверть Йеменской республики представляет собой сектор Газа на максималках. Это территория бесконечной гуманитарной катастрофы, контролируемая террористической организацией, которая получает современное вооружение, включая дроны и ракеты от дружественного Ирана. Смыслом своего существования эта организация считает войну. Войну с неверными суннитами, с Израилем, конечно же, войну со всем западным миром. Точно так же, как в случае с Хамасом и его обреченным на провал нападением на Израиль, нам сложно понять логику фанатиков. Мы с вами слишком привыкли к нашим родным, циничным, по-своему очень рациональным, трусливым гопникам. Гопники эти могут сколько угодно выделываться, угрожая Америке или даже всему НАТО целиком. Могут строчить по пьяной лавочке в свои телеграммы. Но если решат реально повоевать, то найдут соперника, который по объективным показателям слабее в разы, а сами они его считают слабее в десятки раз. Война для них просто способ продлить свою власть. Они могут ошибаться, могут жить в мире собственных иллюзий. Но этот иллюзорный мир можно реконструировать, и тогда их действия обретут цель и смысл. Взять Киев за 3 дня и таким образом обеспечить свою легитимность на долгие годы или даже на десятилетия вперед звучит как рабочая для них идея. Кто ж знал-то, что $1 триллион, вбуханный в перевооружение армии, и миллиарды, потраченные на инфильтрацию агентуры в Украину, были разворованы полностью? Получение звездюлей не часть плана, а форс-мажор. Но ни у Хамаса, который устроил массовую резню в вооруженном до зубов Израиле, ни у йеменских террористов, разбойничающих на море, никакого победного сценария вроде как не вытанцовывается. Вроде так и так они получат по рогам. Ведь их противники очевидно сильнее, причем сильнее несопоставимо. То, что происходит внутри самого Йемена, это с точки зрения остального мира проблемы несчастного йеменского населения и Саудовской Аравии с Ираном, которые заняты бесконечной борьбой за лидерство в исламском мире. Даже попытки атаковать Израиль дальнобойными ракетами мало кого, в общем-то, впечатляют. Потому что ракеты эти не очень-то до Израиля долетают, а у Израиля и его союзников явно есть проблемы ближе и реальнее. Но покушаться на мировую торговлю, терроризировать торговые пути – это прям залет. Это гарантированный способ получить самые интенсивные проблемы на буйную голову, при этом безо всяких шансов достичь хоть каких-то целей. Да и в чем может быть цель? Попытаться ударить по экономике Израиля, перерезать его морские торговые пути? Ну это ж маразм. Понятное дело, что ничего из этого не выйдет. Нам очень сложно поверить, что бывают режимы, у которых все устроено с точностью да наоборот от того, к чему мы привыкли. Что есть такие ребята, для которых война и террор – это не средство достижения или сохранения власти. Наоборот, они используют власть, контроль над территорией, над людьми и финансовыми потоками для распространения войны и террора. Нам сложно поверить, что вот такие по-настоящему отбитые персонажи существуют, но на Ближнем Востоке они водятся. Нам интересен, понятное дело, не генезис бессмысленного террора, тем более, что мы уже подробно его разбирали на примере Хамаса. Нам интересно именно что реакция. Никаких санкций, никакого переливания из пустого в порожнее на саммитах. Моментальная бомбежка силами США, Британии и присоединившихся государств. И мы понимаем, что на этом дело не закончится. Если хуситы продолжат кошмарить этот важный торговый путь,
К ним и сухопутные силы пришлют. Реакция эта многое объясняет и намного открывает глаза. Во-первых, фантазии некоторых режимов о том, что Запад ушел на пенсию, погряз в обсуждении гендерных квот и расового равенства, позабыв о своих интересах, эти фантазии сильно преувеличены. Как только дело доходит до дела, как только кто-то всерьез покушается на мировую инфраструктуру, пересекает реальную, а не воображаемую красную линию, разговор с ним довольно короткий. Никто нарушителя лишний раз не уговаривает и не умасливает. Во-вторых, именно по этому признаку очень легко отделять наших злодеев, которые только корчат из себя сумасшедших, но мыло, однако, не едят, от настоящих отморозков. Не просто так наше жулье имеет бледный вид, когда что-то падает на территории страны НАТО. Не просто так все грозные обещания топить суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки остались грозными обещаниями. Ведь в отличие от исламских фанатиков, наше жулье этот факт, может, для себя и не проговаривает, но прекрасно осознает. Запад не слабый. Он офигеть какой богатый, сильный и ресурсный. Его богатство, силы и ресурсы ограничены политической конкуренцией и сложной системой принятия решений. Но когда он чует реальную угрозу, решения принимаются стремительно. А всякие доморощенные геополитики, которые перепутали цену на нефть с величием, быстро и травматично осознают свое место в пищевой цепочке. Этот нехитрый факт, видимо, и есть то обстоятельство, которое сбережет наш мир от большой войны. Ведь мы видим, что настоящих буйных мало, они агрессивны, но ограничены в ресурсах. Те же, кто буйных из себя корчат, на самом деле ни в каком пепле гибнуть не собираются. Такие пассажиры очень хорошо понимают, при каких обстоятельствах и на кого можно выкобениваться, а когда надо поджать хвост и не отсвечивать. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com. До встречи в вашем городе!